Всем привет! Вы, наверное, смотрели мой ролик, где я показывал все банды в серии GTA. В другом же ролике разбирал их автомобили, а также когда-то разбирал взаимоотношения мафиозных семей в 3D и в HD вселенных. А сейчас я решил рассмотреть банды Лос-Сантоса 3D вселенной. Тема интересная и не раскрыта до конца. За помощь хочу поблагодарить сообщество 3D Gang Aesthetic. В ролике нам придется также рассуждать об предыстории банд, но опираться мы будем на факты из лора игры. И на их базе мы будем строить свои рассуждения. Присаживайтесь поудобнее, ставьте кнопку подписаться, заваривайте чай, кофе или наливайте сок, а мы начинаем. Итак, вначале я хочу кратко пробежаться по бандам и их сетам, чтобы потом мой рассказ был более последовательный. Первая банда, о которой мы будем говорить, это Families, известные также как Orange Grove Families или Grove State Families. Они являются самым старым объединением банд в городе. Этому свидетельствует огромное количество старых граффити на просторах Восточного Централа и наличие пожилых участников банды по типу Эммета и более развитая культура банды. Сама банда разделена на 3 сета. Собственно, первый сет Grove Street Families в начале игры держит под контролем район Гентон. Участники банды Карл, Свит, Биг Смок, Райдер. Также известны бывшие участники Би-Деп и Биг Бир. Принадлежит ли к банде Grove Street OG Лук, точно неизвестно, однако внутриигровые диалоги указывают, что нет, скорее всего он просто приятель банды, ну или во всяком случае никак не является важным участником группировки. Следующий сет Temple Drive Families держит районы Темпл и пляж Санта-Мария. Последний, но не по значению, сет Севиль Бульвар Families. Под своим контролем держит район Плая Дель Севиль. Возможно, членом банды является Эммет. На это указывают внутриигровые диалоги. Однако эта информация не точно, возможно, он просто сотрудничает с группировкой. Баллас — это более молодая банда, но добившаяся большего успеха на улицах. Состоят из 4 сетов. Front Yard Ballas. Самый быстро развивающийся сет Балласов. Появились в квартале многоквартирных домов Айдлвуд. Также на момент 1992 года контролируют южную часть восточного Лос-Сантоса. Возможно, появились чуть позже, чем их товарищи из Килла Трей и Роллинг Хайтс. Вероятно, столкнулись с Гров-стрит в районе Айдлвуд, которые частично контролировали семьи. На момент 1992 года взяли под контроль весь Айдлвуд, восточную часть Уиллоу-Филда, и имеют некое влияние в Гентоне. Ну, с помощью, конечно же, торговцев запрещенных веществ. На это нам указывает, опять-таки, сюжет GTA San Andreas. Известно также имя одного из видных членов группировки — Кейн. Роллинг Хайтс Баллас. Скорее всего, является одним из старейших сетов Балласов. Образовались, вероятнее всего, в районе Джефферсон. Вероятно, помимо войны с Гров-стрит, участвовали в войне за территорию с Вагасами, так как контролируют часть восточного Лос-Сантоса, который ранее принадлежал Вагасам. На это указывает фраза Си-Джея в миссии OG Look. Man, this is the spot. Ain't this Vargo's hood? Man, I don't give a shit. I'm gangsta. Кило Трей Баллас, вероятнее всего, образовались в районе Глен Парк. Один из старейших сетов группировки, если учитывать ранний концепт игры. А если исходить из того, что теги обозначают принадлежность определенной территории, то помимо самого Глен Парка на момент 1992 года занимают западную часть Уиллоуфилда и восточную часть пляжа Верона и имеют влияние в восточном Лос-Сантосе. После завершения миссии «Зеленая сабля» захватывают и Гентон. И самый маленький сет Temple Drive Ballas. Самый слабый. Возможно, участники откололись от Temple Drive Families и создали свою группировку на этой же территории, но впоследствии были вытеснены оттуда. Под своим контролем держат лишь пляж Верона. Однако после предательства Биг Смока и Райдера они смогли захватить весь район Temple Drive и пляж Санта-Мария. Следующая банда Вагас. Несмотря на тот факт, что они контролируют просто огромные территории, Вагас представлены в игре как единая банда. Хотя интуитивно вырисовывается разделение на сеты. Но раз уж в игре про это ни слова, то мы будем воспринимать их как одну банду. О них известно, что, скорее всего, банда появилась почти одновременно с другими бандами. Примерно в конце 60-х или в начало 70-х годов. Банда сформировалась из членов мексиканской общины Лос-Сантоса на просторах Лос-Колиноса, который в раннем концепте даже именовался как Лос-Чолос, то есть бандитский район в переводе с испанского языка. Существует версия, что Вагас и Ацтекас были когда-то единой бандой, однако этому нет подтверждений в игре. Косвенно на это указывает одинаковый цвет граффити. Но причина вражды может быть обоснована на том, что когда-то они были едины, но из-за разных позиций к продаже тяжелых запрещенных веществ они раскололись, ибо территории банд находятся
уж очень далеко друг от друга, чтобы они конфликтовали из-за земельных споров. Одним из лидеров банды является торговец веществами Биг Попа. Да, забавно звучит, но что поделать, такое вот имя у чувачка. Кроме Ацтека, Вагаса также враждуют с семьями и барабанная дробь с Балас. Да, в сюжете, особенно в конце игры, эти банды вроде бы как в союзе, но вне сюжета понаблюдайте за членами этих банд на границе территорий. Посмотрите, что же будет. Конечно, все это можно объяснить игровой условностью, но все же, я полагаю, неприязнь между Балас и Вагас есть, хоть и группировки, возможно, находятся в шатком перемирии. Также члены группировок будут выкрикивать оскорбления друг другу при встрече. Известные члены банды Биг Попа и Фредди. Varios Los Aztecas. Официальный сайт GTA San Andreas описывает их так. Крайне опасная латиноамериканская уличная банда. Активно участвуют в перестрелках и уличном насилии. Традиционно против веществ. Ведут длительную вражду с бандой Вага. Соперничают с другими группировками. Далее то, что мы уже знаем с вами по игре. Они ненавидят Рифа, носят бирюзовый, выступают против распространения веществ. Родным районом банды является Эль Корона. Банда связана с уличными гонками и с организацией соревнований по лоурайдингу. Известные члены банды Цесарь, Хосе, Хайзер, Сони. Это самая маленькая банда в городе. Но, вероятно, одна из самых хорошо вооруженных, что дает им власть над другими бандами, ну или хотя бы возможность защитить себя. Вероятно, никак не связаны с Crash, ибо группировка не была задействована в ограблении поезда. Хотя, если так подумать, ацтеки не так уж сильно нуждаются в вооружении, так как, между прочим, их связи окутывают не только Лос-Сантос, но и Сан-Фьерро. На это указывает, что Цезарь имеет немало информаторов в этом городе. Радио в начале игры упоминает, что ацтеки находились в состоянии войны с вагасами в Восточном Лос-Сантосе, несмотря на то, что эта территория фактически контролируется баласами. Кстати, забыл сказать, что, скорее всего, в 1990 или в 1991 году в городе стала расширять свое влияние русская мафия. Разумеется, данная группировка стала налаживать связи с местными бандитами. Хотя в игре этому уделили всего 2 миссии, на них мы можем сделать вывод, что данная группировка уж очень сильна. Учитывая некоторые факты, русская мафия должна была быть бандой и, следовательно, играть более важную роль в игре. Но по известным причинам Rockstar решил отказаться от этой идеи. Поэтому лишь я упомяну, что они пытались наладить связь с Балас по продаже вооружения, чему в конечном итоге помешал Карл. Неизвестно, какой был конфликт у этой группировки с Биг Смоком, но, похоже, к концу игры этот конфликт был сглажен. Прям максимально сглажен, так как участники группировки были наняты Биг Смоком для охраны его дворца и лаборатории. А теперь давайте попробуем восстановить события, что произошли задолго до начала игры. Конечно, данная информация не претендует на то, чтобы быть каноном, но мы попробуем с помощью тех знаний о лоре, что дает нам игра, собственно говоря, сам сайт игры, руководство, воспроизвести эти события максимально точно и без конкретной отсебятины, хотя она здесь тоже будет иметь место быть. Но, тем не менее, все доводы будут опираться на факты из самой игры. Итак, как мы с вами знаем, банды в Лос-Сантосе образовались в конце 60-х и в начале 70-х годов 20 века. Families является самым старым объединением банд в городе. Этому свидетельствует огромное количество старых граффити на просторах Восточного Централа. Несмотря на то, что точная дата основания союза неизвестна, можно спокойно сделать вывод, что первыми сетами данного союза являются Grove Street Families и Севиль Бульвар Families. Это подтверждает наличие старых граффити, банальная близость сетов по территории и долгая история взаимодействия внутри Альянса. Вероятнее всего, чуть позже к Альянсу присоединился еще одна афроамериканская группировка западных районов города – Temple Drive. Вероятно, не все участники данной группировки одобрили правила по поводу распространения веществ и отделились, присоединившись к Балас. Таким образом, появляется сет Temple Drive Ballas. Спустя какое-то время семьи смогли полностью получить контроль над этим районом, выкинув своих визави куда-то подальше от своих территорий. Когда произошло начало открытого конфликта между семьями и Балас, в игре так и не было объяснено, но, возможно, это случилось в Лос-Сантосе в начале 80-х годов, когда появились тяжелые запрещенные вещества. Похоже на то, что война была уже в то время, когда Карл Си Джей Джонсон и Лэнс Райдер Уилсон росли, потому что Карл упоминает, что Райдер избил учителя за то, что тот носил цвета Баллас, когда еще они учились в школе. Балласы начали зарабатывать деньги, продавая вещества, в то время как Альянс семей отказался от такого вида деятельности. Впоследствии это все сделало Гроув-стрит намного слабее. Неизвестно в каком году, но точно в конце 80-х или в начале 90-х Севиль Бульвар Families и Temple Drive Families начали конфликтовать друг с другом.
другом, в частности и с сетом Grove-Street. Вот как описывают эти события Big Smoke. Shit happens. Seville wrongs Temple. Temple wrongs Grove. Bad blood leads to bad blood. Собственно, причиной внутренних конфликтов может являться именно позиция насчет продажи веществ, хотя это не точно, могли быть и личные конфликты участников сета. Кстати, если пошел разговор о ситуации после развала банды, то получается, что самый сильный сет по количеству территорий является именно Temple Drive. Во-первых, у них очень удобное расположение. Их главные враги Temple Drive Баллас находятся далеко и граничат лишь с пляжем Санта-Мария. Да и к тому же на момент 1992 года дела у этого сета идут лучше, чем у других. Seville Families также находится в упадке, на мой взгляд, больше, чем Grove-Street. Их территории в Уилфилде вскоре смогли взять под контроль Баллас. Что касается семей Grove-Street, кроме потери огромного количества территорий, они также потеряли немалую часть значимых участников банды, таких как Big Bear и Bidap. Они не являются уже членами банды на момент 1992 года. А такие участники, как Тони, Big Devil и Little Devil, покоятся на кладбище Лос-Сантоса. А Little Weasel в открытую перешел на сторону Баллов. Buster Crash set me up. Балласы, кстати, выбрали интересную тактику устранения своих зеленых врагов. Кроме физической расправы, они решили подсаживать своих заклятых врагов на вещества, тем самым очень сильно ослабив банду. Вагасы все это же время находятся в конфликте с ацтеками. Еще известно, что обе мексиканские банды не очень жалуют Рифа и Сан-Фьерро, на это указывают внутриигровые диалоги. Однако, Вагас, скорее всего, попытаются наладить связь с северными соседями, чему, собственно говоря, будут мешать Big Smoke и CJ вашей любимой миссии с поездом. С семьями у Вагас тоже были конфликты, однако они не достигали такой сильной вражды, как с ацтеками. Поэтому Big Smoke на миссии Беглец спокойно ведет диалог с Вагасами. Те решают просто послать далеко и надолго своих собеседников вместо моментальной агрессии. То есть, вероятно, открытой войны между Вагас и Grove-Street по сути нет. Да, есть территориальные споры, но заклятыми врагами банды так и не стали. Хотя и отношения, разумеется, не дружеские. А что касается ацтеков, вроде бы в начале сюжета Свит говорит Кэндалл, что она встречается с человеком из враждебной банды. Опять-таки, сюжет в будущем делает ацтеков и Grove-Street вроде бы как союзниками. Однако на улицах, если долго ошиваться на их территории, ребята из Мексики подойдут к нам с вопросиками. Да и их в репликах есть оскорбления в адрес Grove-Street. Так что вроде бы по сюжету мы стали друзьями, но вне сюжета долго на их территориях лучше не находиться. Кстати, я советую сделать эксперимент. Как определить, сильно ли враждуют те или иные банды с друг другом? Нужна лишь машина участников банды А на территории банды Б. При этом никто не должен провоцировать. Если по машине моментально открывают огонь и выкидывают водителя, то значит банды находятся в активной фазе войны. Пример: Балласы Grove-Street или ацтеки Вагасы. А если война находится в слабой стадии, то машины членов банд никто не будет обстреливать. Пример: Вагасы, Баллас, Грув и ацтеки, Балласы и ацтеки. Ну а если проверить их пешую реакцию друг на друга, то, разумеется, банды, если враждуют очень-очень сильно, начнут стрелять без разговоров. А те банды, которые вроде бы находятся в нейтральном статусе или в малой состоянии войны, назовем это так, сначала будут разговаривать, а потом только достанут пушки. А вот, собственно говоря, перед вами карта, как могли выглядеть территории до уезда CJ в Либерти-Сити. За карту спасибо администратору 3D Aesthetics. Ссылка на паблик, разумеется, в описании. Что ж, вот такой получился ролик. Надеюсь, что я смог вас втянуть в атмосферу банд 90-х. Бандитский Лос-Сантос. Что ж может быть лучше? Хоть цель ролика была не затрагивать события игры, а предположить, что было до, мне все равно пришлось немножечко затрагивать события, по крайней мере, первой части игры. То есть все, что происходит в Лос-Сантосе. Объясняю почему. Именно за счет этих событий мы примерно понимаем правила игры. Какие банды с кем враждуют, какие отношения, а дальше уже идут догадки, ну и, соответственно, предположения, кто какие территории держал. Если ролик наберет минимум 500 лайков, то будет следующая часть про банды Сан-Фьерро. Если наберет больше, то это еще лучше, ведь ваши лайки, комментарии продвигают видео, что мне в принципе и надо. Так как моя цель к середине сентября набрать 30 тысяч подписчиков на моем канале. Я надеюсь, что это получится. В общем, оставляйте комментарии, ставьте лайки. В общем, делитесь даже с друзьями, кто любит эстетику банд в GTA. Это достаточно интересная тема. У меня также много роликов на тему банд. Советую их все посмотреть, потому что они интересны. Что-то рассказывают про мафиозные семьи 3D вселенной, что-то про мафиозные семьи HD вселенной. В общем, каждому будет интересно. Также есть большой ролик, где я рассматриваю все возможные банды в играх